Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Фица пригрозил перекрыть Украине газ. Газ, который Украина сейчас импортирует из Европы, является российским. Цитирую. «Правда в том, что российский газ, который Украина купила за рубежом, течет на Украину через словацкую территорию», сообщил Юрай Бланар, глава МИД Словакии. А премьер-министр Словакии Роберт Фица, который ранее уже угрожал оставить Украину без света, в этот раз пригрозил перекрыть Украине газ. Александр, пожалуйста, прокомментируйте вот это вот сплетение коммуникации, когда сначала Украина перекрывает Словакии российский газ, а потом Словакия перекрывает Украине российский газ. Прошу вас. Из Европы на территорию Украины в течение шестой недели 2025 года было поставлено 80 миллионов кубических метров газа. 80 миллионов кубических метров газа – это близко к рекордным показателям поставок, которые осуществлялись с территории Европы для этого периода. И это примерно в 4 раза больше, чем на пятой неделе, на четвертой, на третьей. То есть резкий взлет поставок произошел. Я подозреваю, что резкий взлет поставок отчасти связан с невозможностью поставлять газ внутренним потребителям на Украине из-за повреждения некоторой газотранспортной инфраструктуры и добычной инфраструктуры, и распределительной инфраструктуры на территории этой страны. И кроме того, мы должны посмотреть на динамику отбора газа, который происходит из подземных хранилищ. Там сейчас, в украинских подземных хранилищах, остается примерно 3 миллиарда кубических метров. 3 миллиарда кубических метров – это примерно на 3 миллиарда меньше, чем на тот же период прошлого года. При том, что в подземных хранилищах Украины к моменту окончания сезона отбора в 2024 году, то есть к концу марта примерно 2024 года, оставалось примерно 3,5 миллиарда кубов. Давайте еще раз. Сейчас на 3 миллиарда меньше, чем на ту же дату прошлого года, а в прошлом году запасы к моменту окончания сезона отбора составляли 3,5 миллиарда. Мы с вами уже обращали внимание на это обстоятельство, когда в конце 2024 года говорили о подземном хранении газа на Украине, сколько там газа, сколько там может быть газа нерезидентов и все такое прочее. И вот здесь мы можем уже сделать некоторые выводы. Выводы, если угодно, промежуточные, но тем не менее довольно значимые для понимания ситуации. Во-первых, явно в подземных хранилищах Украины наиболее динамичный отбор шел до окончания транзитного контракта. Просто совпадение. И, скорее всего, основная часть газа, которая сейчас находится в этих подземных хранилищах, это украинский газ. То есть там практически, по всей видимости, нету газа нерезидентов. Компании Словакии, Венгрии и так далее и тому подобное, которые использовали украинские ПХГ для хранения газа, потому что это пусть немного, но дешевле, чем хранить газ на территории Европейского Союза. Я вот здесь проговорю отдельно для тех, кто к нам только что подключился. Кстати, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра», на телеграм-канал «Инфотек», это все такое прочее. Но вот после всех этих призывов проговорю. Никакого стратегического значения для Европейского Союза подземные хранилища газа на Украине не имеют. Суммарная мощность подземных хранилищ газа, располагающихся на подконтрольной Киеву территории, сейчас составляет, по грубым прикидкам, примерно 25 миллиардов кубов. Вы можете увидеть большую величину, вплоть до 32 миллиардов кубических метров, но эта величина фигурирует, исходя из данных о подземном хранении на Украине по состоянию до 2014 года. Как вы понимаете, с 2014 года произошли некоторые территориальные изменения, а подземные хранилища газа, как это неудивительно, нельзя вырыть, взять с собой, унести и закопать в новом месте. Так это не работает. Поэтому сейчас на подконтрольной Киеву территории примерно 25 миллиардов кубов мощностей по хранению газа.
25 миллиардов кубов сравниваем с суммарной мощностью европейских хранилищ, которые на территории Евросоюза составляют более 110 миллиардов кубов. 25, 110. Притом именно больше 110. А учитывая, некоторую напряженность, которая пока все еще сохраняется и которая периодически приводит к техническим проблемам на отдельных объектах газовых промыслов Украины, хранить газ на ее территории – это риск, который должен дополняться некоторыми обременениями со стороны, например, страховщиков. Но это ладно, это мы сейчас далеко уйдем, мы туда лезть не будем, просто обозначим еще раз, что 3 миллиарда кубов. Оставалось к середине февраля. Это немало. При текущем уровне потребления газа на Украине примерно 19-20 миллиардов кубов в год. Это, вполне приличная величина, которой при рачительном использовании хватит для того, чтобы дотянуть до конца отопительного сезона. Но проблема вот в чем. Надо будет готовиться к следующему отопительному сезону. А чтобы готовиться к следующему отопительному сезону, нужно будет восполнить хотя бы отобранное в течение отопительного сезона 24-25 годов. И тут возникает вопрос, а откуда вы будете брать газ? Изнутри Украины, конечно, есть внутренняя добыча. Внутренняя добыча сейчас довольно близка к уровню потребления газа на Украине. Почему я, собственно говоря, начал с того, что повышенный отбор со стороны Европы газа, то есть повышенный импорт газа со стороны Европы, видимо, вызван некоторыми проблемами с поставками газа внутри Украины с имеющихся месторождений. Потому что в целом и в общем потребление газа на подконтрольной Киеву территории составляет сейчас где-то до 20 миллиардов кубов. Добыча 19 с небольшим миллиардов кубов. Это в 2023 и 2024 годах примерно. То есть объем импорта необходимый укладывается где-то в 1 миллиард кубических метров. Относительно небольшая величина. Если мы эти 80 миллионов кубических метров за неделю умножим на количество недель в году, мы можем прикинуть, что, в принципе, все получается, все нормально, все хорошо. Видите, как все здорово. Европейцы помогают. Проблема в чем. Проблема в том, с чего, собственно говоря, начал Максим это видео, а именно с того, что у поставщиков газа оказываются в руках рычаги давления на украинскую власть. Представляете, как интересно? То есть еще недавно в Киеве говорили о том, что да, мы перекроем газ этим словакам, словаки, вообще голосуйте за нас, быстро нам всю помощь, которую только можете, вообще, что это вы там не в ногу с Европейским Союзом идете? Послушайте тетю, как ее там, Урсулу послушайте, Лену послушайте, их слушайте, что вы? Как-то мало нам поставляете, какие-то палки в колеса ставите. Мы сейчас сделаем вам так, что вам будет плохо. Поставки газа через нас к вам прекратятся, а там вы сговорчивее станете. А тут ситуация на 180 градусов развернулась. Или наполовину поворота Анны Лены Бербок, которая предпочитает разворачиваться на 360 градусов. Так вот, ситуация развернулась на 180 градусов. И с одной стороны, безусловно, есть некая морально-этическая составляющая в происходящем, когда российский газ, о чем, собственно, открыто говорят, потому что, а откуда в Словакии другой газ? Из Норвегии? Из Алжира? Из Соединенных Штатов? Может, это сланцевый газ, который добывать обещали еще 10-15 лет назад? Нет, это российский газ. Поставляется на Украину. Другое дело, что основным потребителем газа на Украине является население. Население является основным потребителем газа. Когда говорится о том, что прекратим поставлять газ и прекратятся поставки газа, от этого пострадает только промышленность, будем так, мягко скажем, это не совсем так. Пострадает население в первую очередь, потому что ему придется экономить. Промышленности будут отдавать все, особенно такое, знаете, ключевым объектом промышленности в данный момент. Будут пытаться отдать все, а страдать будет население.
Вот. То есть есть морально-этическая составляющая, которая тоже, мягко скажем, неоднозначна, потому что это российский газ, он продается на Украину. В принципе, когда газ продавался на Украину в рамках бумажного реверса, это тоже был российский газ, это все прекрасно понимали, понимают, и это даже особо никто не скрывал. И последнее, что здесь хотелось бы сказать, восполнять украинским газовикам придется где-то 8,5 миллиардов кубических метров. Ну, то есть не менее желательно 8,5 миллиардов кубов накопить для того, чтобы бесперебойно обеспечивать поставки газа населению, промышленность, ну вообще потребителям внутри Украины в течение отопительного сезона 25-26 годов. Это при условии, что потребление газа будет на текущем уровне. Если оно не будет расти, если оно не будет снижаться, вот на текущем уровне, нужно где-то 8,5 миллиардов кубов будет накопить. А это, в свою очередь, означает, что нужно будет ускоренными темпами закупать газ и на внутреннем рынке, и у зарубежных продавцов в течение лета 2025 года. И если текущие переговоры, о которых сейчас все с большим удовольствием говорят, не увенчаются успехом, то никто не может дать гарантии, что газовые промыслы на территории Украины не будут вынуждены войти в стадию внеплановых ремонтов. Ну, как это, собственно, уже происходило и в 2024, и немножечко вот в 2025 годах, в начале 2025 года. То есть никто таких гарантий не дает. А это, в свою очередь, означает, что в большей зависимости украинские потребители окажутся от зарубежных закупок этого самого газа. А это, в свою очередь, означает, что кризис на внутреннем рынке газовом и энергетическом в целом будет нарастать, потому что количество неплатежей будет увеличиваться. Платить за газ надо будет в твердой валюте, которую надо будет откуда-то брать. Ну, для начала забрать деньги у населения, конвертировать деньги, которые вы отобрали у населения, в эту самую твердую валюту и заплатить вот эти самые евро вашим продавцам из Словакии и из других стран Европейского Союза. Вот если так будет складываться ситуация, то и без того проблематичный вопрос о накоплении необходимых запасов становится практически невыполнимым. То есть надо накопить там 8,5 миллиардов кубов. Получится? А кто ж его знает? Это при условии, что в 2025 году февраль и март окажутся теплыми. Не будет похолоданий в апреле. И в Европейском Союзе, что еще важно, начнет изо всех сил дуть ветер. Важно это потому, что в рамках Евроассоциации внутренние цены на Украине привязаны к зарубежным ценам, не к себестоимости добычи газа внутри страны, ну плюс какая-то импортная составляющая. Нет, 100% газа потребителям продаются с оглядкой на те ресурсы, которые надо импортировать. И уже как минимум 2 года мы читаем, как руководство Украины, руководство газовых компаний Украины заявляет: в этом году мы станем независимыми от импорта газа. И каждый раз это оказывается таким же враньем, каким был план 2020, принятый в 2016 году, каким враньем были обещания в рамках Евроассоциации 2014 года, в 2014 году подписанный, и прочего вранья, которого за эти уже более чем 10 лет, за 11 практически лет было предостаточно. Так что на сегодня все, дорогие друзья. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, еще раз подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и телеграм-канал «Инфотек». Ну и заходите на сайт «Инфотек», чтобы почитать статьи от прекрасных отраслевых экспертов. На сегодня все. Всего хорошего.